Я тут долго просто не мог настроиться, потому что я так редко провожу эти прямые эфиры, поэтому у меня тут с настройками не очень. Скажите, как вообще слышно меня? Нет. Напишите, пожалуйста, комментарий. Там вот Миру идут укладывать спать уже, и это... Ее слышно сейчас больше всего, наверное. Так. Ну, ждем, сейчас ждем побольше людей. Я просто, на самом деле, не планировал этот эфир, но я просто настолько занят, что у меня нет времени сейчас даже ролик выложить на этой неделе, и поэтому я решил провести прямой эфир. Его давно просили провести. Так. Напишите, пожалуйста, комментарий, слышно или нет. Нужно проверить. Ладно, сейчас попробую на YouTube тут открыть у себя. Здесь вот будет слышно что-нибудь. Так, вот да, слышно сейчас, да, я так думаю? Так, я уже услышал, был звук, да. Все, вот, отлично. Ну, давайте тогда начнем. Так, вот Татьяна Меньшина. Так, по поводу нового дома, рум-тур. Да, смотрите, я сделаю рум-тур, но в ближайшее время, потому что сейчас я как бы немного занят. У меня здесь, еще у меня дочь прилетела сюда, моя старшая, вот, и я ее по Камбодже вот тут вожу. Мы буквально вчера вернулись из Сиан-Рипа, были на горе. Гора там такая есть, Пном-Кулен, такая очень интересная гора, такое очень святое место у кхмеров, вот, и мы там были в таком очень интересном туре и попали туда, и прям, знаете, я там снимал много, короче, роликов, много снимал контента, много видео, и скоро все это будет, вот, но просто мне еще это все нужно обработать, вот, потому что ко мне дочь просто прилетела на 3 недели, и вот я хочу ей максимально показать Камбоджу, чтобы у нее сложились хорошие впечатления о Камбодже, и времени как бы для монтировки этого видео сейчас практически нет. Вот она улетит у меня через неделю, я думаю, быстро смонтирую и вам покажу. Это очень интересное место. Вот. Ну и вообще покажу, я с ней тоже есть, тут по Камбодже снимаю так какие-то моменты тоже, я думаю, тоже, может быть, это будет вам интересно. Так, ну давайте начну потихоньку отвечать на вопросы. Вот тут в чате есть так. Так, привет в Москве, привет. Так. Добрый день, возможно, не удастся посмотреть ваш эфир из-за плохого интернета на даче. Как-то в ролике вы говорили о том, что вас можно заказать авто из Китая, а еще что, например, оборудование. Да, это все можно сделать, все это можно заказать, это можно на сайт нашей компании зайти, expresschina.ru, и там абсолютно все это можно сделать. И по поводу автомобилей, но по автомобилям там у нас мы работаем в партнерстве с другой компанией, но вас там переведут, вот, поэтому тоже это все можно сделать. Так, из Казахстана тоже привет. Да, вот старшая дочь со мной здесь. Так, ну давайте, пока что-то вопросов особо нет. Так, Греции тоже привет. Кстати, мы сегодня заказывали вот греческую кухню с дочерью с моей. Здесь есть греческая кухня в Пномпене. В Греции мы тоже, кстати, были в 2021 году, как раз в момент ковида. Там даже Эпи ковидом, по-моему, заболела. Да и я, по-моему, потом тоже, знаете, пропадал полностью запах и вкус, и все остальное. А сейчас вот тоже немножко этот насморк есть, потому что мы, говорю, были в джунглях. Там, конечно, такая красота. Все, что касается вот древней истории кхмеров, я даже этого сам много чего не знал, потому что мы были в тех местах, где еще 1300 лет назад там все только начинало появляться, вся эта Кхмерская империя, вот, а потом еще были в тех местах, где там вообще были, можно сказать, что самые древние такие люди, ну, прям очень интересно. И мы были в джунглях, и видели там и монахов, которые там в пещерах
сидят и видели, значит, там всяких разных диких животных, которые там и насекомых. Жили, конечно, в таких, в очень спартанских условиях. Одну ночь, правда, ну прям очень спартанский. Там такие пауки здоровые прям ползают, лягушки всякие поют там вообще. Ну, короче, в джунглях. Ну, это такая экстремальная была поездка. Я этот ролик скоро выпущу, вы его посмотрите. Но зато очень классная. Прям впечатления такие хорошие были. Вот. Про Камбоджу вот я вам буду рассказывать. Так, вот Гудвин. Я, короче, наверное, просто заблокирую вас. Вот я серьезно говорю. Не могу понять. Вот такие вопросы какие-то странные. Вот чем вы это объясняете? Ну, пишите просто ерунду. Вот серьезно. Я еще вам даю шанс один и просто на блокировку ваш комментарий отправляю 100%. И вас лично. Так, привет из Иванова. Какие отношения у вас с женой и с тещей? Ссоримся? Ну, слушайте, ну у всех есть бытовуха. Ну, конечно, ссоримся. Вот, как бы это нормально бывает. А как люди не ссорятся? Если люди не ссорятся, значит, они безразличны друг к другу, значит, они ничего не могут друг другу там, ну, как бы они просто безразличны и все, поэтому это нормально. С тещей у меня отличные отношения, потому что теща у меня вообще такой человек, который просто не вмешивается вообще никуда. Возможно, они какие-то вещи они обсуждают с супругой, личные между собой, но ко мне отличные отношения и все. Поэтому, скажем так, с тещей у меня повезло. Это как вот у моего отца была теща, моя бабушка тоже вообще отличная, которая не вмешивалась никогда. Когда мать супруги не должна вмешиваться в отношения своей дочери. И если это будет происходить, тогда отношения будут вообще складываться хорошо и правильно, и идеально. Вот и все. Если ее супруга сделала, если ее дочь сделала выбор, вышла замуж за этого человека, то, соответственно, это ее выбор, и она относится к этому с уважением. И так должно быть, в общем-то, у всех. Это я так считаю. Привет всем с Якутска, отличного стрима. Спасибо, Якутск. Недавно мне передавали рыбу из Якутска. Тоже там приезжал у нас тут Степан, есть из Якутска такой. Наш тут один друг знакомый. Привозил чебаков классных таких. Так, как обживаетесь на новом месте? Обживаемся. Слушайте, мы переезжаем уже 20 дней. И вот 20 дней такой сложный длится переезд, потому что много всяких вещей приходится перевозить. Плюс еще здесь много чего приходится делать, потому что на самом деле хоть как бы дом издавался полностью в отделке, вообще полностью здесь чистовая отделка, но как бы много еще чего приходится доделывать, что-то, какие-то навесы ставить, там что-то еще переделывать. Короче, очень-очень много детей. Ой, детей, дел. Ну и дети тоже есть, да, так. Так, привет из Сибири, Красноярск. Красноярску привет. Уже я говорил, наверное, на одном прямом эфире, да, что тоже я в Красноярске был у вас еще давным-давно, в 97 году поступал там в военное училище в свое время. Так, все, всем привет, Баф, привет. Там Марте, сынок уже говорит по-русски. У сынка есть прогресс, у Тимура есть прогресс, он говорит по-русски, и я как бы, для меня это главная задача, чтобы дети знали русский язык, обязательно. 100%. Я занимаюсь. Я вот научился, ну не научился, мне совет дала вот такая вот девушка, там она коллаборацию моего канала делала, это из Индии, которая живет, и я у нее спрашивал, говорю, почему у тебя, говорю, сын, там ему 10 лет, по-моему, не помню, около этого, он так хорошо говорит по-русски. Она говорит, занимаюсь постоянно, и ему ставлю там мультфильмы русские, фильмы русские, на русском языке, чтобы они были, и все. Вот. Хотя вот он в школу ходит, да, вот у нас же это называется садик, но здесь уже это называется школа. Вот ему еще 4 лет нет, но он уже ходит в школу, в интернациональную. Там все разговаривают по-английски. Но там дети вообще с разных стран, потому что там вот я посмотрел, там экспаты отовсюду. Где-то примерно 30% местных, но местные однозначно разговаривают на своем, на кхмерском языке. А так, кстати, есть девочка одна у нас в нашем классе из России тоже, но вот он с ней как-то тоже там на русском вроде говорит, что разговаривает. Но он просто говорит на 3 языках. Вот. Хотя вот у меня дочь сейчас приехала, дочь сказала, что Тимур лучше всего говорит на русском языке.
Я не знаю, но это у нее такая. Вот. Так. Так, теща помогает, видно, что любит детей. Значит, и зятя. Обычно так. Но теща хороший человек. Такая максимально добрая, я так могу сказать, и очень-очень-очень мягкая женщина. Очень мягкая женщина. Вот. В Камбодже, ну, я в Камбодже, сколько лет я в Камбодже, вопрос. Значит, в Камбоджу я приехал еще первый раз в 2012 году. Вот, поэтому можно сказать, что я в Камбодже уже 11 лет знаю уже эту страну. Страна очень сильно изменилась, скажем так, со стороны своего развития. Она просто очень сильно развивается. Идет интенсивное развитие, идут инвестиции. Как бы, конечно, мне тут один комментарий, я до сих пор его запомню, там написали, один человек написал, говорит, я, говорит, раньше думал, что в Камбодже там одни с копьями люди бегают. Вот. А когда посмотрел немножко канал, я показывал по канале, я же показываю про Камбоджу, как есть, ну, по крайней мере, свою жизнь, как я живу, и что-то новое вам там пытаюсь открыть эту страну. Так вот, этот человек, конечно, потом оставил, говорит, я, говорит, конечно же, изменил свое мнение, потому что я думал, что тут не так. Вот, и ко мне, допустим, сюда приезжают и друзья, вот даже сейчас дочь приехала, я говорю, ну как у тебя вообще, какое у тебя мнение? Сказала, я, говорит, конечно, удивлена вообще, удивлена, потому что интересно. Во-первых, интересно, и здесь она такая очень сильно контрастная, я так могу сказать. Но радует одно, то, что сюда как бы приходят инвестиции, и здесь, конечно, раньше было 12-15 лет назад, здесь было достаточно бедно. Вот, а сейчас как бы изменилось, как бы у них уже как бы появились, можно сказать, у кмеров деньги. Ну, понятное дело, что не у всех, но как бы есть как бы и люди, собственно говоря, потому что мне задавали вопрос, откуда такие цены там в магазинах. Ну, если я говорю, вот на иностранные, на импортные продукты цены дорогие. В магазинах, в супермаркетах здесь недешево. Вот. А на рынке, если можно купить, на рынке можно купить дешево. С другой стороны, иной раз даже здесь проще заказать еду, чем покупать ее в магазине. Если пойти в супермаркете купить, это тебе будет стоить дороже, чем пока ты сам приготовишь, если ты просто закажешь. Ты можешь заказать там себе какую-то еду там, ну, за $2, там, за 3, за 4. Вот. А на супермаркет ты потратишь, может быть, там 10, 15, 20. Там, ну, в зависимости от того, все, что ты будешь покупать. Так, привет, кто по национальности, если можно, конечно, спасибо. Я по национальности русский, у меня русские родители, но просто немножко темный, вот. Я раньше, когда в Турцию летал постоянно, меня турки принимали за своего. Когда в Москве еще торговлей занимался на садоводе в свое время, с азербайджанцами там друзил, азербайджанцы меня принимали за своего. Вот они разговаривали. Нет, ну я русский, да, ну просто немножко смуглый. Вот. Так. Индейцы, да, понятно. Так, привет. Так, привет из Москвы. Очень интересно по поводу про природу и развития Камбоджи. Будем рады новому видео. Спасибо. Так, сейчас нам нужно... Мне пришлось заблокировать Гудвина, потому что Гудвин меня, честно говоря, уже достал. Пишет всякую разную ерунду. Так. Да, в Камбодже было в свое время все по доллару. Но и, честно говоря, и сейчас тоже есть кое-что по доллару на самом деле. Потому что если вот вы смотрели эти ролики, когда мы жили вот в том районе у нас, это на самом деле мы живем тут буквально, если доехать до этого района, ну, минут 15, наверное, максимум тут, а на мотоцикле вообще 10. Вот, там тоже есть все по $1.20, $1.30, там какая-то еда такая. На самом деле есть такая. Вот. Сейчас, секунду, я буквально секунду возьму водичку. Вот она тут. Вижу, уже давно не разговаривал. Это вот мне навязали столько веревочек. Когда тут приходили, я не знаю, вы посмотрели ролик про, когда в дом тут освещали. Вот, ну уже половина отвалилась, они такие все. Ну ладно, их можно было говорить, через неделю хочешь снимай. Я говорю, ладно, я пускай их оставлю. Мне нравятся. Красные веревочки у них такие. Вот.
Так. Пусть лучше будет самобытная страна, чем цивилизованная. Цивилизация портит, как и прочее, между все прочим. Ну, что касается цивилизации, слушайте, да я согласен, просто, во-первых, от прогресса никуда не уйдешь. Прогресс, он в любой стране будет идти. Ни одна страна от прогресса не закроется. Просто здесь же самая главная задача, чтобы сохранялись народные традиции, чтобы сохранялась национальная идентичность. Если такие, собственно говоря, кхмеры этим занимаются, они как бы все равно сохраняют свои традиции. Они очень, кстати, люди очень традиционные. Я вот насколько сейчас глубоко уже погрузился в их культуру, они очень религиозные. И религиозные не в том смысле слова, чтобы вот как бы, ну как бы типа как бы религиозные. Нет, достаточно сильно верят вот именно в буддизм, потому что буддизм у них здесь доминирующая религия. Конечно, здесь еще есть и мусульмане, процентов, наверное, 6 или 7, но в основном буддисты. Верят в карму, верят в то, что вот с кем бы я бы не общался, вот с кем бы я не общался, там, плохие дела сделал, получишь потом по заслугам. Плохие дела сделал, получишь по заслугам. Хорошие дела сделал, ну, значит, тебе воздастся. Вот так говорят. Не знаю. У нас в России как бы об этом мало кто говорит, я не знаю. Я просто рассказываю, делюсь с вами впечатлениями, которые здесь у нас происходят. Так. Любовь Татамир. Видела ваше видео с Алтая. Вообще скучаете по родине? Ну, конечно, я по родине скучаю. Вот. И мне просто пришлось в этом году по-любому одному поехать. В следующем году, я надеюсь, мы поедем все. Потому что внуков надо показать, бабушке и дедушке. Им сюда долететь сложновато будет, они как бы не совсем готовы к таким перелетам, потому что лететь достаточно сложно все равно. Порой не скучаю. Надеюсь, что весной в следующем году мы поедем уже на родину. Снова, как было раньше. Вот. А так здесь, кстати, скоро в Пномпене будет открыт новый аэропорт. И они строят аэропорт вообще с какой-то огромной пропускной способностью. Не знаю, они просто хотят перехватить инициативу у Бангкока, ну, какую-то часть, я так полагаю, для того, чтобы был транзитный хаб. И я думаю, что, скорее всего, будут даже рейсы во многие другие страны, которые сюда, потому что у них сейчас маленький аэропорт, у них там очень большие таксы на посадку, ну, на использование самолетов, и поэтому они говорят, что вот этот аэропорт запустится, по-моему, уже в 25-м, что ли, году. Уже какая-то одна его часть. Вот. И вот сейчас очень большой аэропорт открывает хороший новый уже в Сиан-Рипе, уже в этом году. Вот, поэтому туристы будут летать. Друзья, обязательно вот Сиан-Рип, Анкор-Ват, спланируйте поездку, если будете где-то в Азии, обязательно прилетите, посмотрите. Вообще, я вот в Анкор-Вате в этот раз опять был, я специально возил свою дочь, чтобы она там с гидом походила, чтобы ей гид там все порассказывал. И вот сколько раз я там уже был, с разными гидами хожу и все время получаю разную информацию. Ну, именно разную, потому что они дают что-то новое, что-то интересное, рассказывают то, чего я раньше даже не знал. Ну, это круто. Вообще, все-таки то, что здесь вот была вот эта Кхмерская империя, то, что это самый большой храмовый комплекс в мире, это вот действительно так. Это там по площадь огромная, они даже еще половину этого не раскопали. Там еще только еще доставать и все остальное, исследовать. Для археологов здесь рай. Если кто-то занимается археологией, вы можете волонтером сюда приехать и позаниматься, поучаствовать в раскопках, когда будет сухой сезон. Сейчас, кстати, идет сезон дождей. Очень классно вообще. Не так жарко, но все равно жарко, можно сгореть. Так, по вашим видео видно, что Камбоджа развивается. Я тоже думал, что камбоджийцы выращивают только рис и едят кузнечиков. Ну, рис выращивают и едят кузнечиков все равно. Это тоже нормально. Вот. У них, ну, не все едят на самом деле насекомых. Это стереотипы такие. Это знаете, как я когда в Китай переехал, тогда первый раз я тоже там думал, что они там едят. Нет, это в Китае, допустим, насекомые это вообще уже деликатес считается. Не едят. Едят все обычную еду. Рис, свинину, говядину, курицу и вот такие вот вещи. Но зато вот если что касается питания, кхмеры, они избирательны в питании. Они, допустим, не едят вот эту курицу, которая фабричная в основном. Вот знаете, вот этот, которая, ну, с фабрик, там, окорочка, вот эти вот всякие, вот, допустим, которые продаются в магазинах. А у них здесь они едят куриц, которые ходят по земле. Там вот такие, они длинные, у них такие специальные курицы, они очень вкусные. И на самом деле они очень экологичные, потому что там никаких нету
химических там им добавлений, ничего, их там даже не лечат, никакие уколы не ставят, ничего остального. Вот эта курица у них такая. Плюс они еще едят здесь рыбу, а рыба в основном очень много всякой разной вот этой дикой, потому что всяких озер. Так что у них с питанием, кстати, на самом деле очень даже хорошо. Да, они, кстати, и многие почему-то говорят, почему типа в Камбодже еда дороже, чем в Таиланде. Там курица или еще что-то. Ну, блин, потому что она просто качественнее, вот и все. Или почему она дороже там даже где-то, чем во Вьетнаме. Кмеры, кстати, вот я просто на эту тему разговаривал с моим гидом, который был сейчас вот со мной в Анкор-Вате. Вот он очень подробно все это мне объяснил. Я как бы с ним тоже согласился. Так, Олег Нема. Александр, добрый день. Расскажите, пожалуйста, в Синуквиле сейчас много строится. ЖК. Значит, что касается Синуквиля, да, там же очень много что заморозилось, потому что когда был ковид, и плюс еще там китайская вот эта вот игровая история была, когда им разрешили онлайн-казино, но это и все онлайн-казино, они там занимались не совсем всякими легальными вещами, занимались там какими-то там непорядочными действиями, поэтому их там всех позакрывали, потом китайцы оттуда большинством своим ушли. Но в Синуквиле сейчас есть несколько проектов, которые интересны. Там есть такой проект Starbay и Platinum Coast. Это проекты живые, которые реально строятся и в которых интересно. У нас, кстати, вот клиенты там уже покупали себе студии. Ну, именно для проживания. Я Синуквиль, если что, рекомендую только, если с точки зрения инвестиций, я рекомендую Синуквиль для проживания. Для инвестиций я все-таки рекомендую именно только Пномпень. Это то, что касается недвижимости. Потому что в Пномпене можно получить хорошую доходность. В Синуквиле тоже можно купить, если уж хочется прям так море. Но вот с точки зрения инвестиций, моя рекомендация только Пномпень на данный момент. Вот. Подскажите, пожалуйста, как в целом в Камбодже с безопасностью? Хочу пожить месяц в Сианрипе. Заранее спасибо за ответ. Сианрип вообще безопасный, культурный, классный город. Самое страшное, что есть по безопасности в Камбодже, которое касается, скажем так, нас, белых людей, вот я вас так, мы европейцев, потому что у китайцев одна история, про нее чуть попозже расскажу. А что касается европейцев, максимально есть которая проблема, которая может с вами произойти, если вы прилетите в Пномпень. Не держите вот так вот телефон на улице, вот так вот просто стоит, вот просто чтобы вот так вот где-то стоять вот у дороги, потому что может какой-нибудь мотоциклист прорваться и вырвать. Это случается крайне редко, но это может произойти. С ножом, с ружьем, с пистолетом к вам никто здесь не подойдет. Здесь такого нет. Есть вот такие вот воришки на мотоциклах, которые могут поехать и вырвать, пролетая. И такая же история может быть, если вы как-нибудь в тук-туке, как-нибудь сумку там вытаскиваете или в тук-туке едете, телефон у вас также. Такая история может произойти, но происходит они крайне редко. Почему крайне редко? Потому что если кмеры сами ловят этого человека, если он не выживает, он может не выжить просто до приезда полиции, потому что они как бы жестоко с ними расправляются, просто жестоко, потому что они понимают, что это люди, которые портят им репутацию, туризма, и все. Это есть в Пномпене. В Сианрипе такого нет. Вообще в Сианрипе такого нет. Классный, такой спокойный туристический город. Вообще просто такая столица, жемчужина, вот и все. Тем более очень сильно сейчас разрос. Я там поразговаривал с нашим гидом, который там живет. Кстати, если вам нужны вообще гиды, я вам могу порекомендовать, обращайтесь, там таких нормальных, хороших, интересных. Вот. И вот он говорит, прям Сианрип так настолько сейчас разросся, очень много людей. Он такой стал просто такой раскинут. Он же такой сейчас... Можно сказать, что невысокий, там нет высокого строительства, там ничего нельзя строить выше Анкора. Вот. И там такие, ну, небольшие такие дома, там, не знаю, там этажей по 6, по 7 максимум. Вот. Плюс еще в Сианрипе сделана классная инфраструктура, велодорожки, прогуляться везде можно. Ну, рекомендую. Так что в Сианрипе все нормально. По безопасности вообще никаких проблем нет. Разберетесь, приедете, все спокойно. Потому что в Сианрипе даже вот этого уличного какого-то выхватывания телефонов с мотоциклов, такого не было там никогда, я не слышал. Так, Олег спрашивает, вы живете в новом доме? Да, вот уже живу, я уже с него вещаю, уже тут оборудовал себе тут мини-офис. Вот, уже здесь. Уже живем, мы живем 6 числа. 6 числа у нас была церемония, я ее выложил, вы ее посмотрели, и мы уже начали здесь жить. Но живем уже с разными людьми, которые приходят, там что-то крутят, выкручивают. Это, конечно, очень напрягает. Готовят, я имею в виду, приводят все в порядок.
Вот. Но сейчас уже практически уже все закончено. И когда все закончится, я вам все покажу. Обязательно все это сделаю, но пока еще не все. Вот. Так, вот Тамара спрашивает, какое впечатление у Эпи о России. Эпи любит Россию, Эпи в России нравится, Эпи любит русскую еду, Эпи любит селедку, Эпи даже любит иногда в баню ходить. Вот. Эпи нравится Россия, Эпи по России скучает. Но Эпи Россия больше нравится, конечно же, летом. Потому что летом хорошо. А вот, конечно, вот когда начинается осень, ну, центральная Россия. Центральная Россия, осень, вы знаете, какая. Пасмурное небо, грязно все время. Я ничего не хочу сказать плохого, но как бы в Камбодже в этот момент просто солнце светит. Вот. А так Эпи очень сильно нравится России. И русская еда. И помидоры еще ей нравятся. Азербайджанские там, которые продаются. И краснодарские. Вот. Это она любит. Вот. Так. Для меня это было необычно. Очень сильно отличаются в России отношения между людьми. Это Святослав Базанов. Святослав не совсем понял. Так, Татьяна Меньшинова, супер папочка, дядька, вот чудесно, все отлично получится, все успеете. Все, спасибо. Спасибо большое за комплимент. Здравствуйте. А где лучше всего покупать одежду в Камбодже? Что касается одежды, сейчас вам расскажу, сейчас, секунду. Если вам интересна одежда в Камбодже, то здесь есть рынки такие. Есть центральный рынок, есть рынок, русский рынок, и там много интересной одежды продается какой. Там есть одежда с фабрик. Именно с фабрик, именно таких хороших брендов. И эта одежда оригинальная. Я не знаю, как они ее с фабрикой достают до туда, но они ее достают. Все потому, что здесь очень много производств. Здесь производств очень много, здесь отшиваются многие линейки брендов, начиная даже от Armani, Adidas, Puma, Ralph Lauren, ну много чего. Много чего здесь отшивается, много. И поэтому эта одежда каким-то образом попадает на рынки, и на рынках можно найти очень хорошего качества. Но в то же время здесь есть торговые центры, но в торговых центрах это все немножко подороже, однозначно стоит. Поэтому если вам интересно что-то хорошее найти, по джинсам, кстати, вообще по джинсам вообще бомба. Я просто джинсами сам занимался производством, в джинсах разбираюсь очень хорошо, и поэтому я просто вижу, качество очень хорошее, и это все продается на рынках, там есть. Именно там... Здесь фабрика была, этот Levi's есть, и вот каким-то образом этот Levi's оказывается на этих рынках. Ну, наверное, каким-то образом, может, выносят, я не знаю. Но это все там есть. Вот, там можно все посмотреть. Поэтому приезжайте, если будет, там по рынкам походите. Центральный рынок и русский рынок. Так, на какую камеру снимаете ролики YouTube? Вот она, моя камера. Вот это GoPro 11. Да, иногда я снимаю на iPhone. У меня 13 iPhone, на него снимаю. В общем-то, камера неплохая. Ну, когда просто GoPro ночью вот это никак вообще. Она никакая. Ну, и в плохое освещение. И когда чуть-чуть освещение не очень, я иногда просто монтирую. Да, у меня там иногда, конечно, получаются моменты по звуку, такие не очень, иногда перепады. Но я честно вам так могу сказать, что тоже нужно время выделять на все, вот, чтобы даже ролик смонтировать, там, как-то там что-то куда-то подставить, то-то туда это сделать. Это тоже определенное творчество, но у меня не всегда этого времени нет, потому что я же не то... Чем я занимаюсь, это социальный проект. Большая Камбоджа – это социальный проект, который показывает, рассказывает о Камбодже. Он мне, собственно говоря, не приносит никакого дохода, но приносит зато как бы моральное удовольствие, в то же время приносит удовольствие всем вам, и вы смотрите... Получаете информацию про Камбоджу, приезжайте в Камбоджу, вам это тоже интересно. Ну и мне тоже как бы это приятно, потому что ни один уже подписчик мне написал, что он уже приехал, уже спасибо, поехали по тому же маршруту, там посмотрели, то посмотрели. Вот, поэтому я вот снимаю как есть, что вижу, что интересно. Но в любом случае, вы всегда пишите комментарии, вы можете в комментариях написать, там, если получится возможность, заснимите вот это, расскажите об этом. И я как бы это все равно в памяти у меня останется, и если будет такая возможность в моменте, я это смогу вам заснять и показать, и рассказать. Так, Александр, как познакомились с супругой? Вот спрашивает у меня Людмила. А вы не хотели с семьей жить в России? Я с супругой познакомился здесь. Вот. И вот давайте я вам еще раз просто всем скажу, чтобы просто, может быть, кто если не знает, кто, может быть, не особо не знаком с каналом. Мы живем в России летом каждый год. Но в этом году мы в России летом не жили, потому что
здесь нужно было с домом заниматься. Вот. А так мы живем в России летом, каждый год летом мы живем в России. Вот и все. Познакомились мы с супругой здесь, в Камбодже. Вот. По интернету. Через интернет. Интернет сила, видите как. Мы с вами сейчас общаемся через интернет. Я сегодня тоже задавался таким вопросом, что говорю, вот как настолько технологии шагнули, я вспоминаю там 2000 год, когда я еще в Воронеже, только в Воронеж приехал, еще звонил в Сибирь маме своей и пользовался вот этим автоматом, автомат такой уличный такой, там кидаешь или карточку какую-то еще вставляли, вот, а как, насколько сейчас все продвинулось, видите, что будет через 20 лет, как мы будем общаться, тоже интересно, вот. Так, на какой стадии строительства сейчас этих ЖК? Олег. Олег, значит, смотрите, по поводу этих ЖК готовый уже один проект есть, у них там стадии строительства. Один уже готов, нет, две башни у них готовы, и другие башни еще строятся. Но я вам, Олег, тогда рекомендую, вы нам просто напишите лучше на WhatsApp, зайдите на сайт Большая Камбоджа, bigcambodia.ru, напишите мне на WhatsApp, и мы вам всю информацию предоставлю. Либо я ее предоставлю, либо Евгений, мой партнер, который сейчас со мной этими вопросами занимается, у него вся информация по этим есть. Platinum Coast тоже, там у них уже один, по-моему, дом у них тоже уже практически готов. Поэтому обязательно это напишите лучше в WhatsApp, bigcambodia.ru, и там мой WhatsApp есть как раз вот по недвижимости. Так, Александр, как вы попали в Камбоджу? Ну, я жил в Китае, в Гуанчжоу, а с Гуанчжоу сюда лететь очень рядом. Я начал сюда летать вот, постоянно. И я попал сюда, и друзей сюда всех своих привез. И летал сюда, летал. Вот. Ну и спустя потом уже сколько? Лет 6 только, потом спустя только познакомился со своей будущей супругой. Вот. Уже лет 6 спустя. Но этого летал, путешествовал. Я как прилетел в Камбоджу, я в нее сразу влюбился с первого взгляда вообще просто. Настолько мне понравилась страна, настолько понравились люди. Я вот сегодня, кстати, знаете, встречался сегодня с одним клиентом, у нас, ну, по недвижимости человек прилетел, хочет купить недвижимость здесь, и вот он уже тут тоже лет 15, что ли. Вот я просто задал вопрос, что тебе нравится в Камбодже? Он такой мне говорит, слушай, ну, блин, хорошие люди, хорошая природа. Ну, я, говорит, конечно, удивляюсь, как она быстро развивается, говорит, ну, а так тоже вот. Свобода в Камбодже, свобода в Камбодже. Вот многие иностранцы сказали, что здесь чувствуется свобода, понимаете, свобода. Ну, иностранцев вообще вот хорошие отношения. Ты как бы сам вообще, тебя никто не трогает, ни полиция, никто тебя ни мозги не компостирует, там вот так вот. Знаете, вот, допустим, если как вот, может быть, других как-то не очень. Ну, короче, здесь чувствуется вот это, я не знаю. Это вот такое ощущение. Все, кто здесь был, они все вот об этом говорят, или все, кто здесь живет. Так, Андрей Полетаев. Как-то он прям писал вам про архипелаг Мирго. Не поверьте, один блогер кто не выкладывал ролик. Как-то я вам писал про архипелаг Мирго. Не планируете? Вы еще ни один блогер оттуда не выкладывал ролик. То есть пару штук, но ни о чем. Андрей, давайте вот поподробнее. Я просто немножко... Вы мне писали, возможно, я просто где-то это пропустил, но на самом деле, друзья, вы не обижайтесь, потому что я где-то, может быть, какие-то комментарии могу просто пропускать. Там, ну, как бы, я стараюсь практически на все отвечать, не знаю, если вы видите. В комментариях практически стараюсь отвечать всем, даже хейтерам. Но хейтеров прибавило что-то в последний момент. Вот. Но были. Ну, был период, не был, потом опять появились, потом, ну так, нормально. Я помню, там писали там что-то, походка там не какая-то, там у твоих женщин, там еще какую-то ерунду. А я такой, я просто как бы нормально людям ответил, говорю, а почему вы взяли, что ваша походка правильная? У нас мир на самом деле такой многогранный, и если, допустим, есть европейская походка, есть азиатская, какая походка из них правильная, европейская или азиатская, скажите мне? Да они обе правильные. А вообще походка правильная, как тебе нравится, так и ходишь. Это называется как бы толерантная свобода, на самом деле. Так, Баф, Александр, подскажите, насколько сильное влияние Китая в Камбодже по отношению кхмеров к России? Влияние Китая достаточно серьезное идет, но кхмеры как бы все равно свою позицию выдерживают, потому что Китай сюда является самой основной инвестиционной силой
потому что вот эта мягкая китайская сила, это инвестиции китайские, которые сюда идут, они имеют здесь большое влияние. Здесь очень много китайского бизнеса, здесь очень много китайских производств, которое сюда перенеслось. У них, по-моему, сейчас так, даже уже стало по таможне практически чуть ли не открытая свободная торговля, но там с какими-то ограничениями тоже идет. У них такие вот моменты есть. Поэтому китайское влияние очень сильное. И сейчас у нас, кстати, уже новый премьер-министр, это сын предыдущего премьер-министра. Вот, и вот его первый визит запланирован, по-моему, после 22 августа он полетит именно в Китай. И это говорит о том, что, хотя этот новый премьер-министр, он учился в Америке, там, в военном каком-то заведении, и многие думали, что он, может быть, даже с каким-то проамериканским там станет, и все. Но в любом случае, здесь влияние Китая есть большое, потому что все-таки Китай рядом, и Китай влияет очень сильно на вот эту всю Юго-Восточную Азию. Плохо или это хорошо, но не мне это судить, я это все-таки канал тут не о политических каких-то делах, но страна все равно развивается. С китайцами, конечно, здесь есть проблема, потому что есть китайские, вот для нас, для европейцев, здесь достаточно все безопасно, понятно, а у китайцев, вот я был в Гуанчжоу, когда буквально в мае, или в апреле, прошу прощения, встречался с своими друзьями, приглашал их сюда, к себе, приезжать, там китайцы, они такие, вот мы там новости про Синоуквиль насмотрели, что там какая-то китайские там всякие, китайцы на китайцев, тут наезжают сами по себе, вот у них такие тут проблемы есть. Буквально вчера в Сиан-Рипе какого-то китайца заключенного, его посадили за наркотики, его повезли в поликлинику лечить зуб. Вот. И в этот момент, когда ему лечили зуб, туда ворвалась группа вооруженных каких-то людей в масках, и его выкрали у охранников. Просто человек, который сидит за наркотики, на 50 лет его посадили. Я не знаю, как его так вывезли. Такая странная история. Но вот сегодня отчиталась там полиция, что сегодня самое интересное, вот этих шестерых этих налетчиков поймали, а вот этого наркоторговца не поймали. Вот такая вот история была. Вот тут. Ну, с китайцами тут происходят разные истории, и все. Но они никак, они в своих каких-то там делишках этих участвуют, потому что, я думаю, скорее всего, это связано с тем, что очень большие капиталы были из Китая сюда выведены, и разных денег, и чистых, и нечистых, всяких разных, потому что китайцы, видно здесь. Но кхмеры их тоже не особо долюбливают, я так могу сказать, а вот, по крайней мере, обычные. Они над ними так даже подшучивают. Вот. И отношение кхмеров к России. У кхмеров отношение к России, знаете, какое? Во-первых, Советский Союз им очень сильно помогал. Очень сильно помогал, и они это помнят. Помогал, понятное дело, что не бесплатно, но висит этот долг, но они просто помнят про то, что им помогали, про то, что они там учились. И очень много людей, которые сейчас работают в правительстве, и вот даже сейчас архитектор мне рассказал, мой гид-архитектор, главный, по Камбодже, там молодой парень, он тоже учился в России. И вот много кто учился, очень много кто учился именно в России, и когда учились в Советском Союзе, у них там вообще у всех теплые, хорошие отношения. Поэтому вот что касается людей, которые там учились, соответственно, у них какое отношение? В общем-то, нормальное у всех. Может, у кого-то есть негативное, я не знаю. Но я, по крайней мере, таких не встречал. Но они просто на самом деле очень толерантны. Я говорю, что я откуда-то, я говорю, я оттуда. Вот. Поэтому вот так, если с кем-то общаюсь. Но есть очень много кто по-русски говорит, прям очень много, на самом деле. Так, Иван Тревел, здравствуйте, подскажите, какие налоги в Камбодже, НДФЛ, прибыльное имущество? Здесь есть налог, основной у них тут налог типа НДС, вот он 10% у них есть. Самое интересное, где-то его ставят, где-то его не ставят. Вот даже в некоторых ресторанах его там этот налог вставляют, где-то не вставляют, когда идешь там, где-то в магазинах он стоит. Не, в магазинах вообще везде стоит, я прошу прощения. Вот. Налог на прибыль 10%, если здесь заниматься бизнесом, в среднем идет. Но в зависимости, опять же, какой у вас там будет вид деятельности, чем вы занимаетесь. Вот. Что касается налога на имущество, налог имущества это 4%. Вот если, допустим, у нас клиенты многие спрашивают, если вы покупаете квартира, соответственно, стоит, пускай там $100 000, да, и сколько ему придется за это заплатить налог, когда
собственность, когда он вступает в собственность. Он платит 4%, но от кадастровой стоимости. А кадастровая стоимость будет точно ниже этой суммы, точно ниже. Получается меньше 4%. Вот если что. Если это касается вопросов о недвижимости. Вот. А если вы хотите заниматься здесь бизнесом, ну, вам нужно понимать, что вы хотите делать, и там целый этот список. Ну, просто есть какие-то вообще льготные условия. Если вы будете инвестировать, приедете сюда, то что-то хотите открыть, то можно вообще попасть на безналоговый момент вот такой. Так, Саша, интересно, как чаще вас называют? Ну, так и называют. Саша. Так, Андрозов, добрый день. Как и вы, родился и жил в Камне. В 2015 году был в Пномпене, в Синоуквиле. Посмотрел ролик, курорт сильно изменился. Как там достраивают китайцы или бросили радостно? Китайцы, вот проблема именно Синоуквиля, я говорю, что там китайцы много чего не достроили. Вот. Что ты? Эпи там зашла, говорю, хочешь поздороваться с подписчиками? Прошу прощения. Значит, китайцы не достроили. Китайцы не достроили, и это сейчас как бы является проблемой, потому что там порядка 70% есть не вот этих... Из всего того, что начали строить, 70% примерно недостроено. Вот. И сейчас правительство решает вопрос на государственном уровне, как вернуть этих инвесторов, как их заинтересовать, так как это все построить. Но я еще раз говорю, там есть 3-4 проекта, которые конкретно уже построили и будут достроены. Один из проектов, кстати, строят там наши ребята из России. Вот. Они уже практически его достроили кому-то, если это интересно. Надежный, хороший проект называется Air Apartments. Есть на нашем сайте. Вот. Ребята наши, русские, которые здесь уже давно живут. Так, Александр, спасибо за ваше интервью. Мы работали в Пномпене в конце 80-х. Да, вот, Людмила, да, вы работали, если в конце 80-х, ну, конечно, изменения. Страна, на самом деле, была в гражданской войне, в страшной гражданской войне. Причины этой гражданской войны, конечно, разные. Я вот слушаю многих людей, и там причин много. И причины даже, может быть, это такая была большая, конечно же, такая история, опять же, связанная со всей мировой политикой. Не буду, конечно, сейчас в политику опять входить, но так могу сказать, что страна очень сильно пострадала. И внутри это вот было очень серьезно. Это остался на них такой серьезный как бы шрам, они все об этом помнят, что, слава богу, она закончилась. Она уже началась, собственно говоря, там, можно сказать, что практически закончилась она в конце 90-х, вот, и вот, слава богу, они сейчас уже живут без этого, они все это помнят, и они это знают, что воевать – это плохо, вот. А сейчас у них такой путь, как сказал вот старый премьер-министр, что нам путь нужно только на процветание и все. Договариваемся со всеми дружим, со всеми все, чтобы все было хорошо с соседями. Хотя есть какие-то там с соседями тоже вопросы у них небольшие. Так, Владислав Ким, подскажите, пожалуйста, как приобрести автомобиль в Камбодже, нужна ли процедура? Автомобиль, если просто покупаешь его, оформляешь его на себя и все. Никакой процедуры сложной нет. Контракт, там все написано. Приходишь, смотря где с кем. Но это надо лучше всего в каком-то салоне покупать, чтобы там никто не просто там с рук у кого-то. Вот. Они в основном, здесь все магазины продаются точнее, все машины продаются в салонах, там куча этих всяких разных салонов. В контракте покупаешь, там твое имя пишут, и все, в общем-то. Поэтому процедуры сложной в этом нет. Так, спасибо за комплименты. Саша, вы кто женой по знаку зодиака? Я Лев и в год Козы родился, а она родилась в год Лошади, и она Телец. Да. Чернигов, привет. Так, привет, Шухрат. Почему ушли инвесторы из Синоуквиля? Это были не инвесторы, я так могу сказать. Насколько я вот обладаю такой информацией,
Еще раз говорю, а, был разрешен онлайн-гейминг, но под этим онлайн-геймингом было очень много людей нечистоплотных, которые занимались всяким мошенничеством в интернете. Вот. И там дошло до того, что даже китайское правительство попросило, что примите закон, что нужно закрыть этот онлайн-гемблинг. Потому что был онлайн-гемблинг, это было в Синоквиль, хотели вообще сделать в моменте столицу онлайн-гемблинга вообще на всю Азию, на Юго-Восточную. А там была куча, понаехала всяких там китайских таких криминальных элементов, которые до сих пор там еще остались. Между собой там какие-то там всякие вещи устраивают. И поэтому на правительственном уровне было принято решение весь этот гемпинг закрыть. Просто когда он этот гемпинг там формировался, вот этот онлайн-центр, то туда просто инвестиции поперли, люди такие думают, так, мы сейчас туда денег вложим и поднимем. И туда столько денег залетело, там недвижимость просто сотка там земли взлетела там на космические деньги. Вот, а потом все обратно ушло. И просто так это совпало, они закрывают этот гемблинг, онлайн-казино. Это были онлайн-казино, они закрывают онлайн-казино. Там теперь только разрешены обычные нормальные казино, в которые можно просто прийти и поиграть, ну, как и везде. Они закрыли онлайн. И в этот момент еще ковид. И все. Китай вообще был закрыт 3 года. И, соответственно, вот это все вместе наложилось. Но для Синоуквиля какой был очень хороший момент? Синоуквиль, сам город, получил очень крутое развитие с точки зрения инфраструктуры. Там теперь хорошие дороги, там теперь светофоры, там теперь все красиво, они теперь там проводят всякие фестивали, там интересно. Многие наши соотечественники, которые жили там раньше, они говорят, что вот Синоуквиль испортился, все так плохо, все не очень. Но на самом деле, если вы хотите аутентичного какого-то такого отдыха, который был раньше в Синоуквиле, вы можете поехать либо на острова, которые там есть, остров Кахронг или остров Сен-Лэм, либо вы можете просто поехать в город Кампот или в город Кэп. Вот там тихо, глухо, как раньше было в Синоуквиле. Все. Вот, поэтому вот так. Так, спасибо. Образование в Камбодже на каком уровне в настоящее время, особенно школьное? Жамал. Здесь есть образование, оно делится на несколько стадий, скажем так. Есть простое образование, за которое платятся минимальные деньги. Оно, соответственно, как бы простое. Есть образование, за которое платятся средние деньги, оно, соответственно, как бы среднее, в общем-то, неплохое. Я говорю просто по уровню, скажем так, по уровню образования, в общем-то, неплохое. Но чем ты больше можешь заплатить, здесь есть просто очень крутые школы, они очень дорогие школы. И образование есть прям очень хорошего уровня, потому что приезжают специальные, набирают просто дорогих преподавателей, именно дорогих преподавателей с серьезной репутацией. Тут есть школы, которые стоят $25 тысяч в год, вот для понимания. 25, 20, 15, 10 в год стоят, начиная с 1 класса, понимаете? Это для понимания. Соответственно, там преподает кто? Там вызывают всяких разных профессоров оттуда. И там преподавание в основном на английском языке. Вот такие тут есть школы. А есть обычные школы, вот, в которые просто ходят, там, я даже не знаю, сколько стоит там точно. Но недорого, есть обычные. И все. Поэтому здесь есть все. Вот контраст вообще колоссальный. От самого, как говорится, простого, который ты хочешь. И если у тебя есть средства, ты можешь платить и идти выше. Так, ставочники не люди. Так, вот такой просто ник. А что там с огромным курортом недалеко от Синаука, Дарасакор? Там еще аэропорт еще строят. Вот я на этот курорт еще ни разу не ездил. Я ездил в ту сторону, там вот, забыл, как называется этот остров, там такой один. Ну, короче, идет развитие. Вот про этот Дарасакор, он везде сейчас есть, везде развитие идет. Надо как-то туда доехать, надо как-то туда добраться и посмотреть. Здесь сразу, по-моему, сейчас вот 5 аэропортов по Камбодже сейчас строится. Представляете, вот на этой стране, которая площадью там 180 тысяч квадратных километров, строится сразу 5 аэропортов в моменте, понимаете? Камбоджа – это стройка. Стройка – это напрягает. И напрягает, знаете как, я вот сейчас раньше в садик возил Тимура, я просто вожу его в центр, потому что мы-то живем на юге, можно сказать, что на окраине города. И раньше возил его там за 25 минут, да, а сейчас мне, если... Я сейчас тоже вожу за 35 минут, правда, за 30. Хотя мне, на самом деле, сейчас, вот где я живу, мне ехать до Бикики-Иван всего... Короче, ну, грубо говоря, мне до центра ехать
просто такая скоростная магистраль, можно так сказать, здесь одна из таких. Мне ехать 10 минут, а потом я стою там в пробку, потому что там строится развязка. Короче, здесь все строится в развязках. Все в развязках, дороги везде. Сейчас строят, еще будут дорогу строить на Сианрип. Хотят построить, китайцы сейчас хотят, подписали проект какой-то, хотят вложить сюда денег, чтобы соединить скоростными железными дорогами Лаос, Камбоджу, еще и Вьетнам, закачать сюда еще денег побольше. Вот, поэтому ну, стройка. Пока стройка такая серьезная. Почему? Ну, перспективы хорошие у страны. Молодое население, 25 лет средний возраст. Они же тут все нарожали, тут у всех дети. Даже у меня 2 маленьких здесь. Вот. Жена говорит, может быть, еще одного родим? Я говорю, точно нет. 3 хватит уже, все. Так, спасибо за дом. Я вам про дом, я уже сказал, я покажу, вот как не обязательно сделать. Так, удава не поймали. Но вот мы когда были сейчас в джунглях, мы видели какую-то зеленую змею здоровую. Просто, но она нас испугалась, убежала. С нами там гид был, я, говорит, змей не боюсь, а он какой-то археолог и там егерь, он там вообще такой интересный мужчина, с красными кхмерами воевал, в Австралии жил. Блин, ну прикольный такой мужик. Кому будет интересно, я оставлю контакт, но можете написать этого гида прям, я рекомендую. Но он только на английском говорит, он на английском. Ну вообще классный парень. Так, привет из Сибири, сибирякам. Привет, Паша, привет, да. А чем богата Камбоджа? Ну, а что такое богатство, скажем так? Ну, она, скажем так, богата хорошими людьми, богата природой, есть хорошая, красивая природа. Если что касается экономики брать, ну, сельское хозяйство, и плюс сейчас очень много производств. Вот. Туристический сектор тоже очень серьезный, потому что с точки зрения туризма, вот я еще раз вам говорю, у них вот именно вот этот исторический момент. Здесь просто все вместе, сочетание вот эти вот тропический климат, сельское хозяйство, природа, море классное, классные пляжи, белый песок. Да, не так сильно развит, как Таиланд, но я думаю, они быстро как бы к этому тоже придут. Вот, они как бы составляют ему конкуренцию. Вот. Ну, я думаю, ответил на ваш вопрос, не знаю, как я его понял. Если заключается сделка на покупку апартаментов со отсрочкой, оформляется сразу ВНЖ или по туристической визе открывают валютный счет, как это делает перевод валюты из РФ. Иван, давайте, если вам это интересно, напишите на WhatsApp bigcambodia.ru. Мы вас там полностью проконсультируем по поводу этого вопроса. Вот. ВНЖ здесь не оформляется. Потому что здесь нет проблем с визами вообще. Я вам так могу сказать. Вот кому интересно, если кто-то хочет в Камбоджу просто переехать, вы сюда, прежде чем заехать, заезжайте, оформляете на границе бизнес-визу за $35, она месячная. А потом вы эту визу можете дальше продлевать. Соответственно, оформляете потом себе годовую визу на год, платите за нее, платите за патент, там, по-моему, где-то около 300 с небольшим долларов получится. И все, и живете здесь год, потом опять ее продлеваете, и все. Вот это вот такой самый простой способ нахождения здесь. Здесь как такого ВНЖ нет. Но тут есть сейчас такая программа, которая называется «Золотая виза», но она, с точки зрения инвестиций, она не совсем пока еще актуальна, я честно могу сказать. Нет смысла переплачивать, она всего там в 2 проектах, ты просто немножко переплачиваешь, типа за эту визу, да, тебе дают какую-то золотую визу. У них пока, этот механизм еще не отлажен, поэтому можно пока на эту тему даже не думать. Поэтому я рекомендую вот обычные бизнес-визы продлеваете и все. И никто тебя из страны, тебе не надо даже из страны уезжать, как, допустим, это нужно делать в Таиланде там или еще где-то там. У нас вот даже жаловались кое-какие ребята, которые из Таиланда, что там вот постоянно у них какие-то всякие сложности. Так, Сергей. Да, встреча у нас не состоялась, выпускная. Ну ничего, состоится в следующий раз. Так, здравствуйте. Так, Геннадий Котельников, Камбоджа, вопрос безопасности и климата. Что вы можете сказать? Я по безопасности еще уже сказал один раз, что, ну, я повторюсь просто, может, вы просто еще не весь эфир смотрите. Страна очень безопасная,
Бандитизма на улицах нет. Мне тут в одном комментарии написала женщина, говорит, это страна бандитов и еще каких-то там, не знаю, криминальных элементов там. Ну, возможно, тут это было когда-то раньше, я не знаю. Я приехал сюда в 2012 году первый раз. На улицах на тебя никто не нападет. На улице никто не попадет. Я еще раз говорю, самое, что может произойти, это если ты стоишь вот так на улице, держишь так этот телефон, ты стоишь прямо на проезжей части, и будет проезжать мотоцикл, он может у тебя этот телефон так выхватить, и все. Это самое, что может угрожать. Поэтому этим заниматься не надо. И нужно с телефоном там в кафе, в ресторане сиди, ну смотри, или там где-то гуляешь. Это да. Вот такой случай есть. Но я еще раз говорю, вот этих людей, которые этим занимаются здесь, местные очень сильно пресекают. Если до приезда полиции его не забьют там до смерти, по-русски говоря, вот, то ему просто повезет. Вот и все. И это есть только в основном в Пномпене. Никто тут на тебя не нападет с оружием, ничего. Такого здесь нет. Здесь нет никакого бандитизма. Тебя никто там не будет там прессовать и так далее. Белый человек вообще, они белых людей уважают. Скажем так, белых европейцев. Вот. Очень, очень уважительно относятся. Там, привет, как дела, все улыбчиво. Нету агрессии. Агрессии нет вообще никакой. Но если вы относитесь как бы к людям хорошо, если, конечно, вы будете на них задираться, или там попытаться сами агрессивно себя вести, то, безусловно, они, конечно же, ответят вам, очевидно. Но я как бы такие вещи не делаю, мне это не нужно, и никто из моих друзей, знакомых этого не делал. Поэтому Камбоджа – это максимально безопасная страна, одна из безопаснейших стран вообще, в которых я был. Поэтому здесь не переживайте. А что касается климата, ну, климат, да, жарковато бывает. Жарковато и... Ну, вот сегодня было днем 34, а в обед уже было 28. Потому что вот после обеда где-то в 3 часа уже было 28, а было 34 в 12, 28, пошел дождь. Вот когда сезон дождей, тогда классно. Сезон дождей – это вообще идеальная погода, мне нравится вообще. Но мне не нравится здесь это март, это апрель, и еще половина мая. Когда сухой сезон, и когда на улице может быть 37 или 38, ну не постоянно, но там 36, 35, 2 месяца. 2 месяца – это, короче, полная труба, если честно. Я вот эту погоду не люблю, постараюсь в это время куда-то отсюда вообще сбежать, но не всегда получается. Вот. Такое здесь есть. Нету, как говорится, идеальных мест. Вот. Поэтому вот так, по погоде так. Так, привет, Саша. Да, мы уже в новом доме, да. Ждем на путешествие. Так, всем спасибо. Доченьку покажу. Спасибо. Да, мы уже в новом доме. Как обстоят, значит, Константин вот спрашивает, обстоят дела с рыбалкой на большую рыбу, есть ли услуги по данному направлению? Ну, я такой рыбак, знаете как, вот на Камчатку ездил вот пару раз тут, не знаю, ролики тут тоже есть. Здесь, ну, если вы занимаетесь подводной охотой, здесь можно выехать, здесь такие вот были вещи, чтобы можно было выезжать куда-то на дальние острова. На дальние острова, и плюс еще где-то там какая-то есть нефтяная вышка заброшенная. Вот туда, короче, они ездили люди на рыбалку. И там, короче, вот я просто видел, что там наловили каких-то больших рыб. А так, ну, с рыбалкой здесь так. Я так могу сказать. Я, может, просто сравниваю с Камчаткой. Вот там рыбалка. А здесь это место не для рыбалки. Здесь место для такого другого релакса. Может, тут какая-то есть озерная рыба, там, тут есть всякие разные зарыбленные пруды, но я все никак не могу туда выехать. А можно поехать тоже порыбачить. Но здесь вы не найдете никаких-то... Здесь трофеев вы точно не найдете. Это не трофейная рыбалка. Просто там что-то половить можно. Максимум. Так, Дмитрий Волнышев с Камня на Оби. Привет, Камня на Оби. Вот сегодня тоже разговаривал тоже про Камень на Оби. Так, у нас сегодня холодно утром, ночью. Ну, что, уже лето заканчивается в северной части нашего полушария, и скоро уже начнется зима. Так, Павел Орлов. Разрешен ли приборный поиск? Не понимаю, что это такое. Так, продолжать снимать. Спасибо, интересно. Скажите, что с интернетом для работы на удаленке, спрашиваю. С интернетом. Интернет хороший, можно подключить в зависимости от того, где вы находитесь. Я вот сейчас себе поставил сюда домой 100 мегабит.
100 мегабит, но он дорогой, я могу так сказать. У меня 100 мегабит в секунду, прям четко показывает, суперски все идет, потому что у меня устройство очень много всяких разных подключено. Я заплатил $580 за год, и плюс мне еще 2 месяца дали бесплатно. Вот такой здесь у меня интернет. У меня просто был всего один провайдер, кто это мог сделать, вот и все. Есть дешевле, потому что я на самом деле, мы находимся в том месте, где тут у меня выбора никакого нет. Поэтому я мог заплатить дешевле, я мог заплатить и, по-моему, 300, по-моему, долларов, но там было бы, по-моему, всего 30 мегабайт, 30 мегабит в секунду. Вот такой интернет. Бийску привет. Могилев, Беларусь, привет. Плюс 31 в квартире. А мне он сегодня с Воронежа, там в Воронеже 36. Тоже жарко. О, из Сербии. Из Сербии мы очень... Привет из Сербии. Я, кстати, в Сербии был, в Белграде, в прошлом году. Пролетом. Прям транзит был такой классный у меня в Сербии. Сербия интересная страна, мне понравилось. Оренбургу тоже привет. Так, ну вот мы уже практически с вами час. Да, у меня просто вначале тоже была какая-то настройка. Я все время как бы не могу это настроить, потому что у меня этих прямых эфиров-то совсем мало. Все нет времени. Но я вот все время обещаю, вот я как проведу эфир, такой все время думаю, я обещаю вам, буду еще проводить эфиров побольше, что-нибудь будем показывать, что-нибудь буду рассказывать и все остальное. С металлоискателем на пляже. Павел Орлов. Ну, по-моему, не запрещен. Я не знаю. Мне кажется, но это надо уточнять. Это надо уточнять. Я как бы просто не знаю про металлоискатели. Можно ли искать? Ну, наверное, то, кстати, я думаю... Ну, кстати, это хороший вопрос. Почему? Потому что кхмеры, они же все золото любят носить. Они тут все в золоте ходят. У них главное вот везде золото у них повесить. Это вот у них такая-то, это их. Они вот как это... Такие вот они, азиаты. Золото показать любят свое. Ох, это все снимают и несут. Вот. И по-любому они его теряют на пляже. Это 100%. Потому что когда проходит, мне кажется, вот этот кхмерский Новый год, они там купаются, я думаю, там можно нормально собирать. Кстати, хорошая идея, надо узнать. Как живется в новом доме. В новом доме живется очень хорошо. Ну, конечно, немножко другие условия. Я вам честно могу сказать, но я преподустал. Я просто преподустал жить, как бы вот. Я прожил там сколько времени в настоящей жизни кхмеров. Вот с кхмерами вместе, кто-то умер, музыка заиграла с утра, микрофон заиграл, ла-ла-ла-ла-ла-ла, женится, музыка заиграла. Да блин, там соседский ресторан, ту-ту-ту, там караоке, дун-дун-дун. И с утра начинаются эти мопеды, мотоциклы. Здесь вообще живешь, ну тут просто идеальное место, тут просто тишина. Ну, конечно, тут у нас на самом деле, тут половина домов продана, даже не половина, тут вообще все продано, вот где я живу. Но они здесь еще многие не живут. Вот. Я думаю, все равно по-любому какая-то музыка у них будет. Все равно я выходил, но дело в том, что у нас тут в поселке очень круто организована система безопасности. Там это можно, это нельзя. Следите там за тем, там скорость движения такая-то, правильно не сделать. Изначально они тут нам не дали там какое-то дерево завести. Эпи даже с ними поругалась, а они потом говорят, что типа, ну такие правила. А я Эпи говорю, слушай, если тут разрешить делать, что попало, то тут и начнется. Только дай кхмерам возможность такое, они тут начнут все свои порядки устанавливать. Поэтому у нас как бы здесь все тихо, спокойно. Но вот музыка, по-моему, до 10 тут играет, потом нету, уже не слышно. Хотя вот тут я сижу сейчас, не слышно вообще. Хотя вот вечером там караоке какой-то было. Любят они песни попеть. Песни попеть для них это все. Так. Людмила спрашивает, на каком языке вы общаетесь с семьей? С детьми только на русском. С тещей практически не общаюсь. Потому что я по-кхмерски, ну, лень. Может, можно было выучить давно. Вот. А с женой общаюсь на 3 языках. На русском, на кхмерском, насколько я знаю, и на английском. Ну, конечно же, английский превалирует, да. С женой мы общаемся на своем языке, если честно. У меня дочь просто говорит по-английски, моя старшая, которая сейчас приехала, она говорит по-английски очень хорошо. Не то, что я. Вот, скажем так. У нее там все, она там видит, и там у нее говорит, ой, это там так, не так. Я говорю, все. Но самое главное понимать человека. А на каком ты с ним языке говоришь?
правильно ты там говоришь, неправильно там, что-то ты там выносишь, все это ерунда. Понимаешь человека? А можно говорить на одном языке правильно и не понимать его. Вот и все. Вот такая истина. Мне кажется, это всем понятно. Так, Николай Степанов, привет. Так, Светлана Мор из Сан-Франциско. Светлана, привет. Блин, был в Сан-Франциско 3 раза. 3 раза был вообще. Классное место. Летом только там тоже прохладно. Как раз последний раз я был там с дочерью со своей старшей в 2019 году, и там прям было это, в августе прям ей прохладно в шортах было ходить. Так, Оренбург 36. Да, жарко 36, Алексей, жарко у вас там. Так, школа Мария. Мария, ну, спасибо, но а как к родителям не поехать? Надо находить такую возможность. Как бы родители, к родителям ездить нужно, это обязательно, как бы, потому что есть возможность поехать, нужно обязательно поехать. Такая возможность как бы должна быть всегда. Ну, у меня так. Я такого просто мнения. Если вот просто еще на самом деле позволяет возможность просто съездить, все равно тоже как бы далеко. Привет из Риги. Спасибо. Девчонкам, красоткам, спасибо. Так, как у вас с кхмерским языком? У меня с кхмерским языком все плохо, могу сказать так. Просто отрицательно. Отрицательно все с кхмерским языком на самом деле. Я просто вот надо время находить его еще учить. У меня нет нормального, может быть, учителя. Но, знаете, как я вот четко, вот хорошо, что вы мне задали такой вопрос. Все-таки я сейчас принимаю такое решение, потому что у нас как бы и бабушка тут есть, и как бы жена моя, и плюс тут еще нам человек тут один помогает с детьми. Я буду просто сейчас брать и писать. Вот знаете, как буду развешивать, как вот с английским языком, знаете, развешиваете эти слова, писать на них и все. Потому что кхмерский язык не нужен. Я вот в этот раз сейчас, когда мы поехали опять в джунгли в эти, я как бы там столкнулся с таким моментом, что там многие не говорят по-английски вообще. И все, и все. Ну ладно, я как бы использую переводчик, а если интернета нет. Так что кхмерский язык учить нужно обязательно, ну хотя бы на бытовом. Допустим, я китайский знаю на бытовом уровне, понимаете? Я с китайцами там могу спокойно поговорить на бытовом, а вот с кхмерский нет. Позор мне, позор. Но буду учить, буду учить. Да, спасибо. Спасибо за сына. Ну да, кстати, с каждым разом это все больше и больше говорит. Все больше и больше. Так, Николай Степанов, в какой страховой компании вы брали вместо страховки? Если местной, то какой? Я брал в страховке Forte. Страховал всех, но получается на одного человека где-то $500. $500 в год. Но я по этой страховке обращался. Она там, короче, такая тоже. Там надо понимать, что она покрывает. На самом деле она может покрыть то, что вот если вас в госпиталь забирают, какой-то такой сложная какая-то ситуация, там, не дай бог, происходит и все остальное, она это покрывает. А вот я там обращался там то исследовать, то там уже вот что-то там мне пришлось доплачивать самому. Вот. А здесь как бы... Я вот в Россию летал, там мне нужно было там позвоночник обследовать. Как бы я не стал его обследовать здесь, я обследовал там все эти вещи делал. Поэтому вот какие-то такие вещи нужно решать. Допустим, мне в России это было сделать намного проще и на самом деле дешевле. И просто и с докторами ты потом нормально говоришь. Хотя тут тоже есть доктора. Здесь очень много докторов, которые русскоязычные есть. Они там с бывшего Советского Союза, с разных стран здесь есть. Вот. Но вот как-то так. Но страховка обязательно нужна. Обязательно нужна страховка, потому что буквально вот сколько там, пару недель назад, вот у нас там наш сам соотечественник ехал на мотоцикле, попал в ДТП, был без шлема, попал в кому, и вот ему собирали деньги, понимаете. А у него страховки не было. Я, конечно, все понимаю, но $500 можно все-таки на страховку найти, чтобы потом вот таких ситуаций не было, чтобы там в какой-то период времени он мог там пролежать в реанимации, а в реанимации там каждый день стоит $1000, что ли, или $500. Ну, какие-то такие большие деньги, это нужно понимать, и где-то их нужно людям тоже брать. Поэтому, если вы выезжаете за границу, страховка – это не просто обязательно, это максимально обязательно, что у вас должно быть. На это деньги нельзя жалеть. И обязательно делайте страховку, если вы живете за границей, если у вас ее случайно нет.
Так, спасибо. Мартини обязательно. Обязательно выпейте. Я вас бы тоже поддержал. Так, Нина, спасибо. Омску привет. Недавно слышал, что у кмеров развит матриархат в семье. Согласен, да, у кмеров матриархат в семье частенько развит, как частенько такое есть, но в нашей семье матриархат невозможен. Абсолютно. Вот, он абсолютно невозможен, потому что, ну, у меня такой просто как бы принцип. Я как бы женщине могу дать как бы возможность быть как бы там, вот дом это твое, там, ты за это ты отвечаешь, но ты должна, соответственно, отвечать, если в доме должен быть порядок, ты должна отвечать, чтобы в доме был точно конкретно порядок везде. Если порядка нет, то, значит, соответственно, будет предъява. Буду предъявлять по-любому. Вот. Поэтому как бы... Но здесь как бы в любом случае, вы правильно просто поймите, что это симбиозм, в любом случае должен быть какой-то симбиоз, должно быть совместное уважение. Все равно как бы брак это партнерство, У меня нет такого, что там я там муж, там все, и ты там меня должна слушаться, там нет, такого нет, такого же, конечно, нет. Где-то как бы в чем-то там женщине можно в чем-то там дать возможность уступить. Но чтобы там к тебе кто-то на шею сел, это нереально. Вот. Ну, у меня такого нереально. Так не могу, чтобы там женщина села. Там, да, ей просто самой это будет неинтересно. Мы, допустим, с ней на эту тему разговаривали. Она говорит, я вот, говорит, там вижу там у каких-то там своих подруг, там, да, там у них какие-то мужья там есть, которых там совсем там, ну, совсем они их там приподпрессовывают. Она говорит, я, говорит, ну, это не могу на это смотреть. Я говорю, ну, конечно, это же неинтересно. Так неинтересно жить. Вот. Должно быть как бы вот взаимное такое уважение в то же время. Но все-таки женщина, она все-таки замужем, а не муж за женой. Это мой такой подход. Надеюсь, никого этим не обидел. Так. Отлично. Фамилия. Фамилия Мартин. Понял. Вот. Так, ну что, друзья, давайте еще какие-то вопросы есть, а то у нас уже 22:19. Завтра у нас суббота, завтра я повезу. Я дочь, кстати, здесь свою сейчас вожу старшую на занятия к синусу. Если кто синуса знает, это такой самый мощный и крутой мотогид такой, не то что мотогид, а самый главный мотоциклист, наверное, Камбоджи. Вот у меня ролики про него есть, вы хотите посмотреть на его канале, он все время там Даша тоже рассказывает историю. Он мне рассказал историю, как его даже талибы в плен захватили. Он там путешествовал по Афганистану на мотоцикле. Вот. И вот она там с ним, Даша у меня там, старшая моя дочь с ним занимается сейчас. Вот. И я ее учу, чтобы она училась на мотоцикле, потом она когда уже поедет туда дома, к маме, к своей, моей бывшей супруги, там тоже, может быть, будет ездить на мотоцикле. Вот я завтра ее везу на мотоцикле, и еще Тимура завтра везу на плавание. Он будет заниматься плаванием в бассейне, будет плавать. Уже плавает так нормально, кстати. Так, мерзкого мужика, если не пинать, так он и будет целый день в гамаке лежать. Ну да. Мерзкого, как бы это... Ну, опять же, смотря какого кмерского, как бы, я не знаю. Я как бы... У меня на самом деле как бы вот среди кмеров здесь как таковых-то таких и друзей, таких близких нет. Есть у нас тут один друг но он такой певец, суперстар, не знаю, я его приглашу тут в гости. Мы там с ним просто вместе общались. Но он такой певец, как его сказать, был в свое время популярен, а сейчас как бы такой же с популярности вышел, но просто он там со мной хотел пообщаться, там про Россию там поспрашивал, он там жил буквально рядом с нами в том доме. Ну вот я, может быть, вам его засниму, посмотрите на него. Это максимум, я с кем общаюсь из кмеров, потому что в основном я здесь общаюсь все-таки с нашими с русскоязычными людьми. Вот. Синус человек энергии, это точно. Да, дочь у меня сейчас, ко мне дочь прилетела 9 августа, у меня был день рождения, как раз она прилетела ко мне на день рождения, и вот она улетит уже скоро. Вот.
Мы с ней, я говорю, я сейчас дочь сюда прилетела, и я сейчас катаю по всей Камбодже, вот показываю ей весь Пномпень, всю ее историю, начиная с прекрасных кхмеров, и религия, культура. Мы съездили в Сиан-Рип, ездили в джунгли, короче, в джунглях мы там с ней пожили. Нам не особо повезло, потому что нам попалась не особо хорошая как бы бунгало. Ну как, я просто как бы сам не проверил, а там пауки огромные, всякие там животные, и света нет, вентилятора. Ну, короче, экстрим был. Это все заснято на камере. Экстрим. Ну, хотя хозяин, гид классный мужик вообще. Но я просто не посмотрел, куда поехал. Мы были немножко к этому не готовы. И очень плохо спали. Очень плохо спали. Плюс у нее там какая-то аллергия началась. Ну, короче, такая вот была история с Дашей у меня здесь. Вот. И вот плюс еще там простыли. Вот потом вернулись с Сиан-Рипа. Вот. Планируем еще поехать на море. На море планируем поехать. Я хочу показать, обязательно нужно показать и острова, Синауквиль. Планируем поехать, наверное, в понедельник съездить. Там на пару дней. А потом у нее еще занятия идут. У нее тут ее синус-то ее учит. Синус ее учит тут этой мотоезде, она просто ей загорелась. Так, ну да, я сказал, дочь, что у меня. Какое место посоветуете для пляжного отдыха? Инфраструктура тоже важна. Есть Кахронг. Там есть разные группы отелей. Вот там есть группа отелей. Ой, забыл, как они называются. Потом, по-моему, не Пагода Бич. Это сейчас, знаете, как я просто открою на телефоне и скажу. Просто я сейчас там смотрел. Но я там не снимал. Я жил, где получается, Я жил на Трихаусе. Вот. А там это место называется... Сейчас буквально секунду, я вам сейчас скажу. Где-то они тут были вот. Secret Garden, вот запомните, Secret Garden, короче, вот туда. И вот там вот прям, они там такие, они там, правда, не дешевые, но там вообще очень круто. Но на самом деле, как бы, с другой стороны, вы можете просто Кахронг рассмотреть, пляжный отдых там суперский. В Синауквиле тоже хорошо, но по выходным сейчас приезжает очень много кхмеров. Очень много кхмеров приезжает, и там такой гам такой получается от них чуть-чуть. Если среди недели, то вообще классно их нет. А вот на выходных они приезжают, там эти палатки свои выдвигают, все, сейчас трассу открыли, трасса и все, люди как бы они все едут отдыхать. И шумно, с ними так не очень комфортно, я честно могу сказать. И на островах такого нет. Можно на Сан-Лаем поехать, где вообще никого нет. Там вообще круто, вот просто вот посмотрите ролик, кто не смотрел, когда с Тимуром там вдвоем отдыхал. Ну класс, вообще класс. Прям, блин, очень мне понравилось. Даже вдвоем с ним. Правда, памперсы мы там забыли. Но этот памперс надо все отучать. Никак не можем отучить. Ну, будем отучать. Так, Даша, я передам привет. Так. На первые 1,5 месяца в году я взял российскую страховку Росгосстраха. А там уже будут брать медполис от несчастных случаев уже местный Safety.net. Ну да, вот можно попробовать, наверное, Safety.net, я не знаю. Мне просто рекомендовали по страховке Форте. Вот. Но я здесь пользовался альфа-страхованием. У меня, если я, допустим, и выезжаю из России, вот я, допустим, сейчас выехал, у меня даже до сих пор сейчас альфа-страхование действует, потому что у меня там годовой полис просто в пакете все время стоит. Я выезжаю, но ты должен в течение 3 месяцев, он только действительно. Потом ты должен обратно в Россию вернуться. Если ты не возвращаешься, он прекращает действие. Но у меня как бы сейчас вот и альфа-страхование с одной стороны работает, и с другой стороны у меня еще и Форте тут как бы есть. Ну, тут просто Форте по-любому приходится покупать на год. Так, друзья, 20:25. Давайте еще какие-то последние вопросы есть, и я уже просто буду заканчивать трансляцию. Если вопросов нет, все, всем спасибо. Рад был всех слышать. Обязательно пишите комментарии. Да, новые ролики будут. Привет из Воронежа. Вопрос по малярии. Малярии нет. По крайней мере, я не слышал малярии случаев абсолютно никаких. Денге я болел сам. Денге болел 3 года назад. 4. 3 года назад болел. Денге можно, но тоже очень редко. Нет такого. Ну, главное не давать комары, чтобы вас укусили. Про малярию я тоже очень сильно беспокоился. Мы когда ходили в джунгли, я специально взял, набрызгался этим. Мы ходили набрызганные. Поэтому нас, я надеюсь, что, наверное, никто не укусил. Но она все равно через 3 дня будет действовать, поэтому обнаружим попозже. Я думаю, этого не будет. Вот. Поэтому нету здесь малярии такого особых таких проблем. Все, друзья. Обязательно пишите комментарии,
Комментарии всегда мотивируют. Чем больше пишут комментариев мотивирующих, тем больше хочется снимать. Вот. Так, а какие брать от комаров? Да обычные там любые, какие там защиты есть от комаров. Я не знаю, я покупаю вот обычные. Да тут все есть, тут обычные дезодоранты. Они все продаются, ими брызгаетесь и все. Друзья, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь видео, если что-то интересное. Пишите, что вы хотите увидеть. Я вам все это буду показывать. Вот. А комментарии, они мотивируют. Вот. Потому что у меня контент такой, сами понимаете, это такой социальный проект, вот, который приносит радость вам, уж какое-то удовольствие, надеюсь. Вот. Ну и, соответственно, приносит мне, потому что если я что-то делаю, если это нравится людям, то мне, соответственно, тоже это приносит удовольствие. У нас такой с вами такой этот взаимный такой вот коннект. Вот. Так что в ближайшее время выложу что-нибудь, может быть, возьму с собой ноутбук на острова, когда поеду с Дашей, хотя там буду с ней ходить, и нужно будет ходить. Все, следующий стрим. Постараюсь сейчас делать чаще стрим, потому что я переехал на новое место. Здесь времени у меня будет побольше свободного. Все, друзья, все, пока. Всем пока. До свидания.